Наши исследования подобрались к смысловому ядру литургии и Евхаристии. Некогда в Древней Церкви, в умах христиан эта тема занимала ключевое место. Именно вокруг смыслового ядра литургии и происходила социализация, формирование общин, а в дальнейшем построение всей Византийской империи. Аналогичным образом возводилась Святая Русь при преподобном Сергии Радонежском. Потому что здесь есть четкие и ясные ответы на главные вопросы человеческого бытия. И сейчас, когда с одной стороны началось разрушение существующего богоборческого миропорядка, а с другой стороны начинается процесс исхода, процесс формирования новой православной цивилизации, мы попытаемся расставить точки над «и» в некоторых краеугольных вопросах. Допустим, таких как почему святой царь Николай II действительно является искупителем. В чем ошибка уранополитизма? Почему система власти в России до сих пор красная, сионо-большевистская? И как долго они будут морочить народу голову? Каково место Сталина в истории нашей страны? Кто есть мистер Путин, в конце концов? В этих и прочих вопросах у нас должно быть единомыслие. А чтобы возникло единомыслие, нужно вопросы рассматривать с точки зрения самого высокого критерия, какой есть в мироздании. Этим критерием является замысел Бога о творении, явленный в Евхаристии и литургии. И труп Ленина выкинут с Красной площади лишь тогда, когда народ поймет суть литургии и Евхаристии. Потому что эти вопросы имеют самое прямое отношение к мавзолею. И пока эти концы с концами у нас не сведутся, мы так и будем жить с кашей в голове и бездействовать. И слышал я голос посреди 4 животных, говорящий: хиникс пшеницы за динарий и 3 хиникса ячменя за динарий, елея же и вина не повреждай. Здесь речь идет о законе возмездия, законе искупления и законе преображения. Это одна из важнейших тем, так как в ней есть ответ, в частности, на такой вопрос: а был ли наш святой царь Николай искупителем? Обратим внимание, что действие третьей силы, всадника на вороном коне, наступает после всадника на коне рыжем с мечом, то есть после произошедшего разделения. И сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга. О каком разделении здесь идет речь? Речь идет об отсечении от путей Господних, о разрыве отношений с Богом. Когда человек или народ встают на путь греха, они впадают в область действия сил разрушения, в область распада. На принципах возмездия, искупления и преображения строится земная жизнь, начиная с грехопадения. С точки зрения церкви, земля – это жертвенник. Здесь важно понимать, что горний Иерусалим строится исключительно за счет земных ресурсов. Наша земная жизнь – это горно-обогатительный комбинат, выплавляющий духовные кирпичики для возведения стен Небесного Царства. Поэтому земной мир также важен и свят, как свято тело человека. Нельзя к цивилизации относиться пренебрежительно. Уклад жизни, общественная система, церковь и государство, власть – это все элементы жертвенника, без которого возведение горнего Иерусалима невозможно. Представьте, что будет, если из храма мы уберем жертвенник, если удалим из богослужения проскомидию и литургию оглашенных. Осуществлять богослужение станет просто невозможно. И земное царство в системе домостроительства Божьего
Это место, где приготовляются святые дары наших сердец. Речь идет о всем земном мире, о всей Вселенной, а не только о церкви. Земная церковь – это вся Вселенная, а не кусочек территории внутри церковной ограды. Господня земля и что наполняет ее, Вселенная и все живущие в ней. То есть все, что наполняет землю и Вселенную, все это принадлежит Богу. Стены горнего Иерусалима возводятся из тех частиц, что мы вынимаем из своего сердца и отдаем Богу. Поэтому всякого рода теории типа уранополитизма, они, мягко говоря, странные. Это все происходит из-за утраты понимания сути литургии и устройства мира. На многих крестах наших храмов можно видеть полумесяц. Он как раз и символизирует земное царство, православную цивилизацию. Крест – это церковь, полумесяц – царство, земная вселенная, жертвенник. Таким образом, земля – это природа человека, которую символизирует пшеница и ячмень. Это частицы нашей жизни, которые мы отдаем Богу, должны отдавать Богу. А вино с хилеем – это уже виды благодати, которыми обогащаются частицы нашей души, и которые уже не уничтожаются. Святость, которую мы стяжали на земле, сохраняется уже на всю вечность. Поэтому и сказано, что елея и вина не повреждай. Тело и наша земная жизнь – это все подвержено тлену. Их символизируют пшеница и ячмень. Они подвержены повреждению. А елей и вино – это содержание нашей души, то, что мы стяжали для небесного царства в процессе земной жизни. Это тлену не подвержено. Это уже сохраняется на вечные времена.